В этом видео я хочу рассказать о том, как пройти трек к базовому лагерю Анапурны и главное, зачем это делать. Начну с последнего. То, что вы попали на это видео, говорит о том, что вы, скорее всего, уже понимаете, что любой трекинг в горы — это всегда испытание себя, ну и, конечно, красивейшие виды вокруг. Анапурна — это вершина в Гималаях, в самых высоких горах в мире, и трекинг здесь — это особый опыт в жизни. Этот маршрут очень короткий, всего 60 километров, и доехать до старта трека можно всего за 2-3 часа от самого туристического города Непала Покхары. В моем случае был еще один несомненный плюс – это цена. Ведь я уже находился в Покхаре после трека вокруг Анапурны, и у меня был открыт пермит в одноименный национальный парк. По сути, трек к базовому лагерю Анапурны является частью круга Анапурны, но проходят его полностью только единицы, тем более за одну поездку. Пробежать 300 с лишним километров по Гималаям могут позволить себе не только лишь все. Ведь это больше месяца в пути с суммарным набором высоты с пару-тройку эверестов. Первым делом и самое главное – это подготовка. Физическая, психологическая, сбор снаряжения и денег. Только об этом можно снять кучу видео или написать целую книгу. Если вкратце, вы должны быть готовы проходить с десяток километров по горам с серьезным набором высоты. О питании, ночевках и изменениях погоды здесь можно не сильно беспокоиться, так как каждые пару-тройку километров есть туристические деревни. Для прохождения маршрута требуется оформить пермит. Сделать это можно в туристических центрах Катманду и Покхары. Стоит около 3000 рупий на 2023 год. Это примерно 2000 рублей за весь национальный парк Анапурны. То есть с этим пермитом можно пробежать полный круг Анапурны. Правда, если вы очень шустрые и можете уложиться в 1 месяц. До старта трека поселка Гандрук можно отправиться на туристическом джипе, который можно заказать в любом из сотен турагентств Покхары и Катманду, а также на городском автобусе. Отходит он от станции Харичок, что на севере города. Автобус ходит несколько раз в день, начиная с 8 утра. В пути примерно 2-3 часа с остановками. На перекусить. Маршрут без проблем можно пройти одному. Здесь крайне сложно заблудиться, так как он хорошо промаркирован, есть на многих картах и проходит вдоль русла реки, меж огромных хребтов гор. Каждый первый встречный на пути сможет подсказать вам нужное направление. Конечно, на английском языке, но в нашем веке это вообще не может быть проблемой. Тем более, что интернет здесь недорогой и связь ловит почти везде, а там, где не ловит, можно воспользоваться Wi-Fi в лоджиях. Тем не менее, большинство туристов идут с гидами. Гид за небольшую плату обеспечит вас информацией по маршруту и снимет с вас кучу вопросов, обеспечив дополнительным комфортом в пути. К тому же с ним можно просто поговорить, ведь ребята они интересные и знают много всего об этих местах. С другой стороны, путешествие с гидом превратится в запланированную туристическую поездку. Говоря о безопасности на пути, стоит отметить, что маршрут очень насыщенный, хоть и относительно короткий. Вас ждут грунтовые дороги, узкие тропинки меж кустов бамбука и рододендронов, подвесные мосты, тысячи каменных ступеней, выложенных заботливыми ручками непальцев, ручьи и лужи на тропе, иногда немного замерзшие. Все это можно пройти, конечно, в тапках и майке, но куда безопаснее в хорошем туристическом снаряжении, о котором, конечно же, необходимо позаботиться заранее. Я пробежал этот трек за 2 дня. Но никому, кроме спортсменов, не рекомендую так спешить. Напротив, идти лучше спокойно, наслаждаясь каждым моментом в пути. Звездным небом над огромными вершинами Гималаев, встречать восходы и закаты, останавливаться в лоджиях на кружечку горячего чая со специями и дышать чистейшим горным воздухом. Рассчитывайте на 7-8 дней пути, чтобы полноценно погрузиться в эту сказочную атмосферу Гималайских гор. Спасибо вам за просмотр этого видео, краткая информация из него есть в описании, а с дополнительными вопросами и ответами на них заходите в комментарии. Всем пока. Пока.